Сегодня готовлю суп. Повседневный овощной. Простые продукты, самые обычные, те, что почти всегда есть у вас под рукой. Кабачок, картошка, морковка, лук. И вот получается просто великолепный суп. Бывают такие блюда простые, экономные, но при этом вкуснее любых сложных изысков. Вот это как раз такой случай. Ставлю на плиту кастрюлю, у меня она на 2 литра. Наливаю воду и включаю средний огонь. Пока вода нагревается, займусь картошкой. Нарезаю кубиками, не очень крупными. Кстати, зрители спрашивают в комментариях, как лучше резать овощи для супов. Кубиками, соломкой или может вообще натереть. Иногда все зависит от настроения. Сегодня решила, пусть будут кубики. Ставлю картошку в кастрюлю под крышку. Пусть варится. А пока перейду к остальным овощам. Нарезаю лук мелким кубиком. Список продуктов для этого рецепта вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Я разогреваю сковороду с растительным маслом и отправляю туда лук. Он сразу начинает шкварчать. Запах обалденный. Сюда же морковку. Тоже нарезала кубиками, хотя чаще ее тру на крупной терке. Сегодня решила так, для разнообразия. Еще добавляю кабачок. Это нейтральный овощ. Здесь он ответит сразу на 2 вопроса. Что приготовить из кабачка и как придать супу легкости. Нарезаю его чуть мельче картофеля. Лук с морковкой слегка подрумянились. Добавляю кабачок. Обжариваю вместе пару минут. Картофель закипел, снимаю пенку, не солю. Немного томатной пасты. Можно взять и томатный соус. Это на ваш вкус. Пары столовых ложек достаточно. Плюс специи. У меня прованские травы. Неполная чайная ложка. Вот эти травы как раз для первых блюд просто идеальны. Специи берите без соли, чтобы регулировать вкус. Благодарю вас за лайк после просмотра видео. Также обязательно нажимайте колокольчик оповещений под видео, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Зажарка готова. Томатная паста прогрелась вместе с овощами, и аромат стоит потрясающий. Картофель в кастрюле уже почти сварился. Добавлю к нему зажарку. Суп становится ярким. Чтобы вкус был еще глубже, кладу несколько горошин черного перца и пару лавровых листиков. Теперь время фасоли. Беру консервированную фасоль и высыпаю в суп. Она ведь уже готова, ей достаточно пары минут, чтобы прогреться и отдать свой вкус бульону. Благодаря фасоли суп становится более сытным и отличный вариант для тех, кто придерживается поста или просто не хочет добавлять мясо. А теперь маленький секрет. В такие овощные супы я люблю класть немного красного острого перца. Немного, а буквально меньшую часть. Нарезаю мелко-мелко. Это придает легкую остринку и суп становится согревающим. Но если вы не любите острое, спокойно пропустите этот шаг. Все равно будет вкусно. Тем временем суп закипает и можно добавить зелень. Зеленый лук, укроп, петрушка. Вот это все делает суп не только вкусным, но и красивым. И еще один совет. Зелень лучше добавлять в самом конце, чтобы она сохранила свежий аромат. Кстати, заметили, что я не солила суп в процессе? Думаю, что сейчас то самое время. Попробуйте суп после добавления всего. Посолите, может щепотку сахара добавьте, чтобы нейтрализовать вкус кислоты томата. И вот суп готов. Он немного постоит и станет немного гуще. Все вкусы соединятся. Когда разливаешь по тарелкам, аромат стоит невероятный. Я уверена, даже те, кто обычно не любит супы, такой вариант оценят. В конце видео и в описании я оставлю для вас еще несколько ссылок на другие интересные блюда. Напишите в комментариях, какие супы вы чаще готовите дома. Куриные, сырные, овощные. Вот такой повседневный овощной суп получился. Из самых простых продуктов, а результат на высоте. Нежный бульон, мягкий картофель, сладковатый кабачок, фасоль, аромат зелени – все это вместе создает очень вкусное блюдо. Приятного аппетита!